Кто соскучился по школе, у кого каникулы, вот, пожалуйста, на площадке ваш школьный автобус. Че, ездил бы на таком в школу? Да. Давайте на девочек посмотрим. Нормальная девочка. Вот он, проект называется «Семерка». Кто-то скажет, что это копия Ревазова. Она навозана через проставки. Всем привет из офиса Loud Sound. У нас сегодня супер обычный обзор. Именно с таких обзоров у нас канал начался. Это тесты аппаратуры. И у нас сегодня тест одного из самых маленьких и самых мощных усилителей. Он собран вручную в городе Орел Андреем Ложковым. Биохас, он также известен. Бренд Bass Warrior. Вы все его знаете по нашему видео. Самый мощный усилитель в мире. Надо добавлять теперь, что 12 вольт, а то выложили про еще один самый мощный и поправляют, действительно, есть на 220, на 380 вольт, усилки мощнее. Ну, у нас сегодня в обзоре и вот этот самый мощный, опять 12-вольтовый усилитель в мире. Это Артем, кстати. Привет. Он у нас стоит здесь сегодня для красоты, но мы пару слов про него расскажем. Тестить мы его не будем, столько сопротивлений еще не завезли в Ростов. Мы не знаем, во что стрелять с него. Тёма в панду с него вот стрелял недавно. 15 киловатт он снял с него. Легко. Да, ну заявка намного выше. Он с мозгами. Ну ладно, чуть позже про него расскажем. А сегодня у нас на обзоре вот такой вот малыш. Примечателен он прежде всего размерами. Он меньше ладони. И по заявке выдает 300 ватт, да, на 4 ома. На каждый канал, при двух нагруженных каналах. Сейчас мы проверим, сколько он выдает при такой заявке. Потом проверим в 2 ома. Ну и клипа дадим ему чуть-чуть. Я вот в это охлаждение немножко не верю, затроллил Андрея. Андрей сказал, что в принципе, если будут проблемы с перегревом, его можно ставить на подложки, чтобы радиатор, вот нижняя часть усилителя, это радиатор есть. Вот. Он сказал, что он в тестовых режимах при больших мощностях может и будет греться. Но вот в повседневной системе, когда с него будут тащить в принципе заявленную мощность, никаких проблем с перегревом быть не должно. Мы сегодня также пирометром посмотрим, сколько он прогревается. Сколько у нас сейчас? 32-33. 33 градуса сейчас. Посмотрим, до скольки температура вырастет в ходе тестов. И также в тесте сегодня участвует корыто с водой. Вот, в нем лежат сопротивления. У нас есть возможность подключить 4 ома, 2 ома. Вам это все не интересно, вам интересны цифры. Да, осциллограф Тёма показывать. Будем мерить мощность, именно чистый сигнал, не без искажений. Вольтаж автомобильный. Да, вольтаж у нас вот даже меньше автомобильного. Начинаем стрелять с 13,9. Токовые клещи, вольтметр. Смотрим показания в реальном времени, записываем без пик-холдов. Ну, с пик-холдами может грязный сигнал, да, посмотрим, сколько вот максимальный максимум. Нас интересует больше, конечно, мощность чистая и постоянная. То есть не сколько в пиках там зафиксируют приборы, а Тёма выведет его на чистый сигнал. Мы его будем видеть по осциллографу. И посмотрим, сколько при чистом сигнале он нам дает вольт, ампер. А приложение Loud Sound нам сегодня поможет посчитать. Вот кто спрашивает часто, приложение Loud Sound, оно так и называется в App Store, Loud Sound. И тут есть тон-генератор, вы можете частоту любую пускать. Вот, собственно, мы им и пользуемся для подачи сигнала 50 Гц. Можете пустить любую частоту. И также здесь есть очень удобный калькулятор мощности. Здесь просто вводите вольты, амперы и видите сразу мощность и сопротивление вот здесь сверху. Вот этим приложением мы будем сегодня пользоваться. Оно бесплатное, можете скачать его в App Store. Там есть также некоторые другие функции. Очень часто спрашивают за него. Что-то не упоминаем почему-то в обзорах. Итак, первый замер. У нас 2 канала в 4 ома. Оба нагружены. И меряем мы один канал. Смотрим, сколько усилитель отдает в полной нагрузке в 4 ома чистого сигнала. Ты готов, да, Тём? Так, Тёма крутит гейном, чтобы плавненько. Мы выводим здесь до клипа и чуть-чуть назад, чтобы у нас получился чистый сигнал. Здесь у нас вольтаж системы. Сейчас просела до 13,6. Так, пошел небольшой клип, чуть-чуть обратно. Вот так. Еще чуть-чуть обратно, чтобы совсем чистый-чистый.
Еще чуть-чуть. Ну, вот у нас синуса, и мы видим 36,2 на 9. 36,2 на 9 ампер. Получили 325,8 ватт на 4 ома. Неплохо. 325,8, чистый сигнал. Два канала нагружены в 4 ома. Теперь смотрим грязный сигнал в 4 ома. Ну, вряд ли эта цифра вы ее будете снимать в ходе эксплуатации аудиосистемы повседневной. Ну, так, чтобы знать потенциальный запас, сколько усилитель вообще, вот как сварочник может отдать в 4 ома, интересно. Оба канала также нагружены, также 4 ома. Теперь сигнал у нас просто все на всю. Пик-холд стоит? Пик-холд, да, поставим. Теперь можно. Нас теперь не интересуют реальные чистые цифры. Квадрат. И можно еще, но у тебя закончились, да, все? А на мафоне, да, еще? Ну, добей его. Убивай его полностью. Все, это квадратный квадрат. 43,4 на 10,7. Получили 464 ватта на канал грязного сигнала. А температуру, да, покажи. Это самая точка горячая. 34, да, на блоке питания сейчас смотрим. Следующий замер мост 4 Ома. Это для тех, кто будет использовать его как моноблок, как усилитель для сабвуфера. Учитывая его стоимость, она составляет 15 тысяч, розница пока заявлена. Не знаю, может будет там чуть-чуть меняться в какую-то сторону. В принципе, можно два таких поставить на фронт при вот той же уже мощности, что мы увидели. Итак, 4 Ома, мост, чистый сигнал. Подожди, ток не меряет. Да это не докрутил. Мой косяк. Все меряет. В принципе, можем продолжать. Оп, обратно чуть-чуть. Еще. Оп, стой. 57,8 на 15,1. 57,8 на 15,1. 872 ватта. 872,8 чистого сигнала. Так, температуру покажи. 39 градусов. Чуть-чуть прогрелся. Ну, пока в пределах допустимого. Абсолютно нормальная температура. Теперь, наверное, самое распространенное подключение, как его будут слушать, да? Два канала на 2 Ома. Нормальное всегда это 3-4 Ома. Но понятно, что люди будут пытаться взять побольше мощности за те же деньги и подключать его в 2 Ома. То есть вот сейчас мы проверим, можно ли одним вот этим усилителем раскачать две такие неплохие калитки, да, получается. Сколько мы ожидаем? Ватт по 400 будет на канал? 450. Прогнозы. Давайте сейчас. Надо спорить на деньги, чтобы интереснее было. Пошла мощность. Ого. Это на мафоне, да, добавил? Вот так, нормально. 29,7 на 15,5. Ты угадал, Тём, почти. 463. Крути в квадрат. Все. Подожди. Ты еще на мафоне, да? Ну все, квадратнее не будет. 34,9 на 17,7. 617 ватт на канал грязного сигнала. Вот такие цифры у нас получились. В 4 Ома чистого нам отдал 2 по 325, даже чуть больше заявки. Ну там, по-моему, ты чуть-чуть клепанул, Тём, да? Ну, там был небольшой скос. Ну, я думаю, вот Андрюха почему заявку такую сделал, где-то вот чуть меньше этой цифры они, может, и получили, и округлили до разумных, без нагрузок цифр. В мосту он нам отдал 872 ватта. Это вообще не херово, да, Тём, для двухканальника в мосту? Это топ-класса будто бы усилитель. В 2 Ома чистый сигнал 463 ватта. Наверное, опасно при таком размере. Ну, посмотрим, эксплуатация покажет. В любом случае, я думаю, что если даже что-то вылезет там в эксплуатации, ребята доработают. Они никогда косяки свои не оставляли без внимания. Всегда растут, улучшаются. Но сейчас уже вот примечательно, что в таком малом размере получили довольно хорошую мощность. И, как утверждает Андрей, схемотехника сделана таким образом, что качество у этого усилителя будет выше, чем у обычных других D-классов.
Он сконструирован таким образом, что при росте мощности не снижается диапазон, так скажем. Усилитель нормально воспроизводит верхние частоты, хотя вот D-классы грешат именно тем, что у них заваливаются самые верха. Здесь Андрей утверждает, что усилитель будет более качественно играть, чем другие D-классы при мощности еще выше. Так, ну и пару слов вот об этом чуде. Давайте покажем охлаждение. Очень, очень мощно сделано. А оно и с двух сторон, да, Тёма? И на вдув, и на выдув? Да, с двух сторон. Я даже не дотягиваюсь, он такой огромный. Где с двух сторон? Нету тут с другой стороны кулеров. В смысле? Они внутри. Внутри? Да, и усилитель очень умный. Вот, для тех, кто говорил, что это IQ20 там, или копия Бразилии, это совершенно другой усилитель. У него встроенный процессор, и с момента передачи усилителя к владельцу этот процессор запоминает в память все, что происходило с этим усилителем. Сколько бы раз вы его не включали, сколько бы у вас защит не было, это все у него в мозгах остается. То есть и при возникновении спорной ситуации, гарантийных случаев, то есть это все Андрей увидит. Сказать не получится уже, что да. Я подключал все правильно. Он помнит абсолютно все, что с ним происходило. Ток, сопротивление, напряжение, все абсолютно покажет. Кроме того, у него сенсорный экран, да? Нет, он не сенсорный. Этот не сенсорный, предыдущие же были сенсорные. Да, этот не сенсорный. Выводятся все параметры, входное, выходное напряжение, ток, рост сопротивления. То есть для спортсменов вещь, вот я в панде пристреливал, очень удобно, никаких токовых клещей не нужно. Да, после каждого замера вы видите все цифры. И ошибки он высвечивает. Все ошибки также показывает. И там очень умные мозги. Также у него там очень грамотный выход из защиты, да, он вываливается, если потом сам выходит из нее максимально быстро, если все в порядке, если он видит, что неисправность пропала, то он моментально сам выходит из защиты. Если вы снимете крышку, и при работающем усилителе он выключится, он не включится. Вот это сделано для того, чтобы вас не убило током. Потому что напряжение на блоке питания у него 380 вольт. Стоит он 170, да? Да, 170. И прежде чем кто-то начнет там писать как дорого, я думаю, что эта заявка явно занижена, потому что по аналогам за 130-140 мы можем купить, да, сейчас 10-киловаттник. Или сколько сейчас 10-киловаттники стоят? 149 тысяч стоит Делбонс, по-моему. 149, 10-киловаттник, то есть вам их нужно будет для достижения такой мощности, ну да, по сути. 500 000 рублей. В любом случае, этот усилитель пока один, да, есть? Почему нет? Или они уже сделали? При мне еще было уже 2 собранных, то есть усилители собираются. Да, они их сейчас делают. Уже люди заказывают. Для понимания, кто еще не понял, обзор самый мощный усилитель в мире, который у нас был, Quasar, теперь он называется Q20, а это Q30, то есть этот еще мощнее того. И затроллили меня немножко в инстаграме, я выложил фотку, написал, что самый мощный усилитель в мире, написали, уточняйте, что это на 12 вольт. Исправляюсь, это на 12 вольт, потому что усилители мощнее есть в Бразилии в основном, или только в Бразилии. Но они работают от 220, от 380, да, это Stetson, Taramps, вот Sound Digital, там есть у них модели высоковольтные, и они дают больше мощности, но им нужно питание уже от сети, не от бортсети автомобиля, не от аккумулятора. Да, там все пожестче. Я понимаю, что такие обзоры нужны, я вижу, что их часто просят, но вы должны согласиться, что это информационная вещь, она как бы применима, и люди будут искать информацию, но она не очень развлекательная, прямо скажем, не очень веселая. Я не думаю, что кто-то сегодня кайфанул там с кучей экшена или шуток. Однако будем снимать такие обзоры, извините те, кто не из-за автозвука приходит на этот канал. Аппаратуру надо тестить. Почему стало меньше тестов? Ну, во-первых, потому что действительно не так это интересно и зрителям, и уже нам. Нам почему это не так интересно? Потому что такое огромное количество усилителей появляется, мы просто уже не успеваем. Все потестить невозможно, сравнивать тоже уже как бы от сравнения отходим постепенно. Но самые интересные вещи показывать будем, а те, которые остались без тестов, без обзоров, обращайтесь к нам в страницу ВКонтакте за консультацией. Мы вам расскажем, покажем, исходя из нашего опыта, какие усилки там стоит взять в какую систему. То есть на уровне консультаций вы можете получать информацию об интересующих вас моделях.
на loudsound.ru, либо у нас ВКонтакте, вот здесь vk.com/loud2012, страница ВКонтакте. Обращайтесь туда. Европу, все ждут Европу. Я уже закончил все видео, обработал, которые были сняты на экшн камеру. Теперь начинаю видео, которые сняты на вторую камеру. Еще есть видео с айфона. Там действительно очень много работы. После того, как я сведу видео, мы сядем с Артемом здесь и будем комментировать его, вставлять между видео с Европой, будем вставлять наши комментарии, потому что там не всегда все понятно. Поэтому наберитесь терпения, обзор очень длинный будет. Ну, он такой чисто для фанатов, для ценителей. Понятно, это будет не вирусное видео, но уже там вырисовывается 40 минут хронометраж. Я думаю, что будет около часа, может больше. Постараюсь порезать, чтобы и не сильно нудно было. Те, кто ждал, дождется. Не быстро, согласен, но... Честно признаюсь, очень долгосрочный проект, и у меня всегда такие проекты не в приоритете, потому что занимаюсь прежде всего всегда тем, что мне самому интересно вот свести, побыстрее посмотреть. Вот, Европу делаю между обзорами, так что Европа делается, скоро будет. Про тринаху часто спрашивают, тринаха будет взбодрена, обновлена, опять у нас будет обзор тринашки 2017. В прошлом году было изменение, в позапрошлом году тринашка на месте не стоит. У Артема все новые идеи. Да, тринашки ни много ни мало этому проекту, она в 2013 году была сделана, уже 4 года. В этом году будет опять что-то новенькое, что-то интересненькое. По-другому она будет играть. Не знаю еще пока громче или тише, но то, что там будет по-другому, это однозначно. Дождитесь тринашку, дождитесь семерку, тоже часто спрашивают семерку. Вот куча проектов, но извините, на все сразу нас не хватает. Пишите в комментариях также, что бы вы хотели еще увидеть. Мы черпаем идеи очень часто из комментариев. Это не значит, что мы можем там все заявки выполнить, все удовлетворить, но очень часто вот скидывают какую-то идею интересную, я ее беру во внимание, и потом мы этим вопросом занимаемся. Поэтому, если у вас есть какая-то интересная идея для обзора, пишите, не стесняйтесь в комментариях. Все, всем пока, живите громко. Ты что делаешь? Они охуеют. У них культурный шок будет. Тёма, они такого не видели никогда. Дотронуться нельзя? Нельзя. I speak. We make only measuring for your scale now. With open doors, you know this? Yeah. Okay, perfect. We only the measuring. Okay, I will install Later. Make later. Да, сейчас только замер, инсталл позже. Вот они замеряют машину, даже которая еще не факт, что прошла в замер. Веселуха, да? If you don't shut it down, you will be disqualified. Fuck Emma! Что, Тёма, берешь вот этот? Да. Это хороший. Ну, неплохой. BMW лучше, да? Нет? А Mercedes лучше, да? Нет. Нет? А Audi лучше? Нет. Что, Lexus лучше всех, что ли? Вот это вот пластик вот посередине странно как-то сделан. Не лакшери. Нихуя не лакшери, да? Да это спорткар, нахуй должен. Идем нормальные тачки смотреть. Нормальные тачки вон в том зале. А ну-ка вот после Lexus сразу контраст такой. Оп. Ну смотри, вот почему такого нет в Lexus, глянь. Цена. Ну, Тёма, Морель, походу автозвук. Пойдем Морель? посмотрим. Морель, видишь? А, Море. Ага. Море написано. Ну, закрыто, как и все воскресенье. Срань. Что? Это Почему он в красных трусах? Пошли отсюда. А то подумают, что нас заинтересовало. Посмотри. Нравится Европа? Нет.